Подходит этап утепления потолка или чердачного перекрытия. Люди знают, что нужно делать пароизоляцию, и на этом многие совершают глобальную ошибку. Они натягивают пароизоляцию вокруг лак. Здесь потом делают подпорки, или как вариант снизу подшивают подпорную доску, и потом укладывают утеплитель послойно. Все вроде как бы хорошо. В чем же здесь у нас ошибка? Дело в том, что при наступлении холодов на холодном чердаке у нас минусовая температура образовалась. Теплый воздух, поднимаясь вверх, что у нас происходит? Упираясь в пароизоляцию, потоки теплого воздуха, здесь у нас сделано вот такое вот обертывание, лак. Теплый воздух, поднимаясь сюда, так как здесь у нас утеплитель, это у нас теплая зона. Примерно где-то к выходу на улицу, здесь у нас холодная зона, здесь утеплитель холодный, здесь он теплый. Воздух поднимается, и в какой-то момент он попадает в холодную зону. И в этом месте теплый воздух у нас охлаждается. А когда теплый воздух охлаждается, он в себе не может уже удерживать влагу, и появляется роса. Поэтому в этом месте, в холодном, на пароизоляции, у нас появляется влага. Он отсюда у нас высохнуть, естественно, никуда не может, выйти на улицу не сможет, он здесь остается на долгое время. Тем самым верхняя часть влаги у нас начинает интенсивно портиться. Также все-таки тогда сделать правильно пароизоляцию внахлёст на стены. Пароизоляция обязательно шероховатой стороной в помещение, в этой ситуации на потолке. В месте стыка со стеной клеится двухсторонний скотч. Специальная лента, она называется в простонародье двухсторонний скотч, на самом деле бутилковая лента. Также все стыки, которые есть на пароизоляции, делаются стыки, конечно, внахлёст, сантиметров 15. И между нахлестом также клеится двухсторонняя бутилковая лента, склеивается пароизоляция, а сам хлыстик нахлест еще проклеивается специальным скотчем. Наш теплый воздух, он будет просто всегда как бы упираться в ровную мембрану, никуда выходить не будет. Вопрос, а куда же будет деваться влага? Будет же на потолке всю жизнь сырость, влага, тут же воздух-то упирается, тут он здесь скапливаться, а здесь будет, значит, он здесь будет скапливаться. На этот вопрос у нас есть отдельный ролик, полностью посвящен вот этому физическому явлению. Ссылочку я на него оставлю под видео, заходите на него, смотрите, я там подробно объясняю, куда же девается влага вот с этой именно пароизоляцией. Как же выйти из этого положения, когда создали сами себе вот такую вот головную боль? Особенно когда утепление сделано чистовая тут отделка потолка уже, люди живут и потом понимают, что они допустили вот эту плачевную ошибку. Выйти из этой ситуации, как говорится, малой кровью, но все-таки придется с кое-каким бюджетом, это докупить утеплитель и сверху сделать перехлестное еще одно утепление. Возможно, 2 слоя, там 100, а может быть и 150 миллиметров, в зависимости от региона проживания. Тем самым мы вот эту теплую зону сместим вверх. И даже какие влажные тут воздух, пары, они будут подниматься до сюда. Но здесь у нас будет плюсовая температура. Теплая зона у нас создастся в верхней части лак. Соответственно, воздух, он не будет конденсировать. Из него не будет давить влагу, и он не будет из воздуха выпадать роса. Вот этим вот утеплением мы спасаем вверх лак. Смещаем вот эту нашу зону вверх, выше лак. Это расходы. Но зато не надо будет ничего разбирать внутри помещения, если у вас особенно сделана отделка, никакое ломать, ничего убирать отделку не надо. Вы просто сверху на чердак накидываете утеплитель, утепляете еще поверх всего и радуйтесь жизни. Делайте правильно, стройте правильно, неправильно получается само, к сожалению. Ну и надеюсь, кому-то, если я был полезен, с вас палец вверх, пишите обязательно комментарии, задавайте вопросы, будем снимать еще тематические ролики. Все, всем пока.